Привет, привет, любители маленьких колонок, гордо именуемых мониторами. Сегодня добрая компания Edifier предоставила мне для тестирования модель MR3. Она не то чтобы новинка, но в руки мне попала первый раз, и я попытаюсь о них рассказать что-нибудь эдакое. Для начала давайте откроем эту коробку и посмотрим содержимое упаковки, комплектацию. Вот оказывается, как ларчик открывался, эта коробка была предназначена для транспортировки двух комплектов. Мне, естественно, прислали один, это белый цвет этих мониторов. И о них я и буду сегодня рассказывать. Ладно, еще одна попытка, надеюсь, на сей раз там обнаружатся конкретно колонки, а не еще какая-нибудь упаковка. Вау! Да, давайте я приближу вас к этому таинству. Здесь сразу набор кабелей, в который входит необходимый минимум, который обычно комплектуется. А подобная коробочная система — это сетевой кабель. Кабель мини-джек на мини-джек с позолоченными контактами, кстати, довольно приличного качества. Надо сказать, у Одиков все кабеля довольно приличного качества, но вот этот тоже с позолоченными контактами RCA, 2 RCA на мини-джек, но это необычный для Edifier кабель. У них обычно зеленого цвета, это фишка и надписи Edifier. Ну и вот этот вот дивный совершенно ультраакустический кабель, видимо, для соединения колонок пассивной с активным, непеременным им воспользоваться. Также вот студиомонитор. Вау. Запечатанный гарантийный талон. Напомню, что дело происходит в Германии, поэтому тут европейский, видимо, европейского образца гарантийный талон. У каждой страны, у каждого дистрибьютора он свой. Ну и две колонки. Это я вижу пассивно, они чуть позже. Вот это активная, с нее мы, пожалуй, друзья мои, и начнем. Больше ничего нет, я ничего не прячу. Ни денег, ни иных поощрений замечено не было. Ну ладно, нам ли быть в печали. Ну теперь вскроем. Итак, давайте посмотрим, на что похожа эта миниатюрная акустическая система. Вот она перед вами. Давайте рассмотрим конструкцию активной акустической системы, а потом пассивно перейдем. Итак, модель Edifier MR3, позиционирующаяся как мини-монитор для работы, по крайней мере, в домашних студиях, представляет собой такую вот пару колонок, активную и пассивную, которая содержит усилитель, блок питания, соответственно, это коробочная система, которая может быть использована совершенно автономно, включая даже кабели, которые необходимы для работы с нею. На передней панели вы видите маленький вуфер 3,5 дюйма с удивительным диффузором. Вообще Edifier меня не устают удивлять своей фантазией. Они не повторяются с диффузорами. Они не тиражируют даже удачные решения в разных моделях. Они все время придумывают что-то еще. И вот такие случаи я никогда не видел в их исполнении таких диффузоров. Эта система, сколько я понимаю, портированная. Да, вот порт фазоинвертора. То есть это должен быть низкодобротный динамик, так понимаю. Итак, и твиттер, о котором мы тоже поговорим позже, он нагружен на линзочку такую акустическую, которая улучшает диаграмму направленности и формирует звуковую волну от этого излучателя. Также на передней панели имеется многофункциональная кнопка, которая включает питание, переключает входы и регулирует громкость. О ней мы поговорим также позже при перечислении возможностей этой системы. И также имеется выход на телефоны, на наушники, о котором так часто сожалеют, об его отсутствии сожалеют аудиолюбители.
возможно, им это удобно, не знаю, тут он есть. И вход AUX, то есть просто аналоговый вход. Ну, также индикатор включения питания и выбор режима работы. Снизу колонки имеют резиновые ножки и серийный номер уникальный. Ножки призваны не дать колонке скользить по поверхности и вызывать паразитные призвуки. Люди иногда спрашивают, можно ли снять ножки, у них не влазит пару миллиметров в какой-то там отведенный удел на столе. Да, конечно, можно, почему нет. Это, в общем, функцию перечислил, а вы сами решаете эту задачу, если она возникнет, соответственно, способом, который вам покажется более привлекательным и доступным. На задней стенке, которая утоплена немножко заподлицо, хотя панель, металлическая панель, аппаратная панель пущена в накладку, имеется фазоинвертор эллиптической такой формы. Все это как песочные часы, ну немножко есть, да. Это призвано снизить турбулентные шумы, будь они возникнут. Также здесь имеется, давайте от сети пойдем, место для гнездо подключения сетевого кабеля питания. Кнопки включения питания здесь нет, как обычно это бывает, часто это бывает в мультимедиа колонках. Левочка Hi-Res, аудио. Забегая вперед, скажу, что wireless, по-моему, здесь тоже есть, хотя еще надо будет проверить. Также имеется RCA, небалансные входы, пара RCA разъемов для подключения кабеля. Также имеется TRS, балансные входы с закосом на работу в студии. И акустик, то есть высокие и низкие частоты с изображением кривых, которые не обеспечивают, ну, в небольших пределах, плюс-минус 6 дБ, это довольно корректно, для студии это даже с избытком как бы. Также имеется даже акустический фильтр избирательный, который предполагает компенсацию отражения от рабочего стола, на котором это все добро установлено. Сверху вот вы видите Bluetooth, секция с кнопочкой Bluetooth, на нее надо нажимать для того, чтобы спарить колонку, ее электронную часть, разумеется, с источником сигнала. Также модель, тут написано какая, студиомонитор, MR3, да, ну просто лейба, да. Ну и разъемчики, зажимные клемчики для подключения пассивной колонки, выход на пассивные колонки. Такие дела. Давайте теперь рассмотрим колоночку пассивную. Вдруг она кардинально отличается. Вдруг она коричневая. Да, легко разбирается упаковка. На этот раз мне это понравилось. Обычно мне приходится рвать это все. Пассивная колоночка. Ну, сзади, естественно, пустота, потому что она предназначена только для подключения кабеля от усилителя с активной колонки, назовем это так, эллиптический порт фазоинвертора и знакомые уже нам с вами излучатели. Басовый, высокочастотный, Lay-by Edifier, больше ничего, тоже какая-то линзочка, смотрите, вокруг басового динамика, тоже формирующую, видимо, волну. Любопытно. Давайте рассмотрим, что Edifier пишет об этой модели на своем сайте. Забегая вперед, скажу, что написано много, разбираться нужно дотошно и долго, я постараюсь выжимки вам только дать. Рассматривая и обсуждая технические возможности этой модели, я вам покажу служебный документ и коротко по нему пробегусь, чтобы меня не обвинили в том, что я просто читаю бумажку, которую показываю. Вот написано, для чего, собственно, эта система позиционируется. Для аудиопродюсирования какого-то, то есть работы со звуком. Видеомонтаж, например, можно осуществлять с контролем на этих мониторах. Daily listening, то есть ежедневное прослушивание. Тут не оговорено, в каком смысле это или фоновое прослушивание, или детальное прослушивание, инструментальное прослушивание. То есть, видимо, для любого вида прослушивания эти мониторы годятся, но это совершенно справедливо. Что же касается параметров, здесь очень толком изложены все основные опции этой модели. Это и
Мощность выходная 2 по 18 Вт. Обратите внимание, здесь нет биампинга, здесь есть пассивные кроссоверы, разделяющие полосы на высоко- и низкочастотные. И по 18 Вт идет на каждую. Кривую импедансию я вам покажу. 52-40 кГц частотный диапазон. 52 мы посмотрим кривую импедансию, на которую убедимся, что она доступна для этой крохотной модели. Вот про 40 мне трудно что-то сказать, откуда они взялись от этого четверочка купольного. Flat Response. Речь идет о том, что они заявляют о плоской частотной характеристике. На картинке здесь она выглядит действительно идеально просто. Но вот на практике мне показалось, что в моих домашних, например, условиях характеристика АЧХ этой модели имеет ярко выраженный V-образный характер. Но это как бы мои радости. High-res, то есть вот спецификация High-res здесь указана с этими параметрами. Это 24 бита 96 кГц High-res сертифицировано, да. Room Compensation – это будет компенсация комнаты, будет доступна пользователям приложения Edifier, которое нужно установить для управления этой опцией с этими мониторами. TRS, входы балансные, Bluetooth версии 5.4, мультизвуковые эффекты, MDF корпуса из MDF и Edifier Kone X Application, которые управляют вот этим самым Room Compensation, вообще тональным балансом звучания этих системах. Тут расписано более подробно это все. Кому интересно, конечно, может почитать. Здесь коротко указаны опции. Давайте перейдем дальше. Здесь описано богатые возможности подключения. Это и TRS балансные, и RCA, и AUX входы небалансные, и Bluetooth 5.4. И легко в использовании. Здесь написано, что эту акустической системой очень легко пользоваться, интуитивно понятно. Выпускается в двух модификациях цветах, то есть белый и, видно, черный. На этой картинке показано, как управляется высокими и низкими частотами, соответственно, регулировки здесь расположены. Вот мы пришли к Kone X Application Edifier, которая позволяет достигать вот таких вот фильтров, использовать. Это и фильтр высоких частот, который обрезает низкие частоты, причем с разной крутизной спада, вы видите, и минус 6 дБ, минус 12, 18, и даже минус 24 дБ на октаву, то есть такой крутой спад. Вот это все возможно, конечно, только с цифровым кроссовером, который тут установлен в этом в DSP. И Acoustic Space, то есть подстройка под особенности установки этой системы в комнате, тоже фильтром можно пользоваться. Вот с такими характеристиками Desktop Control, то есть некий такой избирательный фильтр, который позволяет исключить, ослабить отражение от поверхности, на которой этот монитор установлен. Вот вообще все, на что способна эта Kone X, до чего он дает доступ. Это и два пресета монитора Music, третий Customized, то есть вот он Customized. Забегая вперед, скажу, что все, что я буду вам давать послушать, я делал в режиме монитор. Вот. Также вот тюнинг акустического окружения при установке этого монитора и этого выбор девайсов. Вот как выглядит белая комплектация и упаковка, и размеры этой упаковки для белых мониторов. Тут как-то странненько не указали такую же страницу для черненьких мониторов. А вот очень интересный лист, на котором сведены характеристики, во-первых, Edifier MR3 и MR4, и для сравнения предложены пресонусы 3.5 и 3.5 Bluetooth. Тут вы сами можете отследить параметры, которые вас больше всего интересуют. Кстати, цена на эту модель не указана. Видимо, при составлении этой бумаги она еще не была утверждена, retail price. Мощность, видите, наша послабее других будет. 3,5-дюймовый динамик, в то время как в MR4 4-дюймовый динамик басовый. Частотный диапазон от 52 Гц до 40 кГц, то ни у кого такого нету хорошего. То есть и по низким частотам, и по высоким частотам мы впереди планеты всей. А вот пиковое звуковое давление в пике 2,5 всего лишь дБ, это самый низкий параметр, кроме этой, тут он не указан, мне что-то подсказывает,
что здесь он будет повыше. Корпуса все изготовлены из МДФ, размеры вот, наша самая маленькая 125 грубо миллиметров, 220 миллиметров самый большой размер. А вот эти вот поменьше, пожалуй, будут пресонусы. Ну, то есть вы можете посмотреть, отследить какие-то параметры. Для очень многих людей почему-то он имеет очень большое значение. Сертификация Hi-Res. Ну, вот только у нас. Мы самое главное, получается. Набор входов. Ну, примерно такой же, как у Presonus 3.5 BT, но единственное, что Headphone Output, да, тоже есть у всех, потому что они все мониторы. А вот Bluetooth-версия у нас 5.4 самая правильная, но самая последняя, самая свежая, допустим. Multi-point connection, да, только наш позволяет подключать несколько подключений одновременно в Bluetooth в частности. И controls управления, то есть вот управление, ну, примерно одинаковое у конкурентов. И room компенсацию имеют только мы, больше никто не имеет. И application имеет только мы и Bluetooth версия Presonus. Вот это очень полезная таблица. В частности, если вы будете себе выбирать колонки подобных габаритов и назначения и опций, вы сможете детально сравнить, допустим, по этой картинке, можете себе сохранить, допустим, для того, чтобы сделать осознанный правильный выбор. Здесь показан прогресс модели Edifier в таком формате по годам, как бы, или там по мере появления. То есть вот сначала не было ничего, и только дух Господень летал над темными водами. Потом появился MR4. Сейчас вот мы рассматриваем MR3. Потом обещается MR4 BT. И в конце сложного пути нас ждет еще некая модель в 2025 году, который уже наступил, поэтому ждем. Вот такие вот дела, дорогие мои, thanks. Ну и вам thanks. Прежде всего я вам покажу настройку резонатора этой системы. Для этой цели я снял кривую импеданса и получил вот такую вот затеянную кривую. Но это все объясняется легко наличием пассивного разделительного фильтра. Поэтому здесь такой горб. Но настройка порта нам не мешает заметить. Это вот здесь внизу читаете цифры. Где-то примерно 66 Гц настройка порта. Вот такая вот история. Для тех, кто разбирается, это о многом говорит. Ну что ж, как в песне поется, ну что сказать. Ничего, колонки прекрасные, конечно. Название монитора меня лично довольно смущает, потому что я, как в прошлом студийный человек, под этим словом подразумевал совершенно другое. На щит контроля это тоже не тянет, поскольку они выполнены по классической схеме, обеспечивая широкую полосу частот, и речь может идти только о качестве этого самого воспроизведения. Но, как правильно написано у них на сайте, у Edifier, в назначении этих колонок, это для работы со звуком, то есть это и редакторская работа, и работа по монтажу, в котором не нужно развивать особые параметры качества. Колонки миниатюрные, занимают мало места на убористом столе. Возможно, для китайцев это и актуально, хотя не факт. Но для меня, например, честно сказать, этот параметр не является определяющим. Еще раз скажу, я многократно об этом уже говорил, что габариты колонок в сущности определяют их качество и цену. То есть качество функции цены и габаритов работает. То есть за те же деньги можно в большом объеме получить значительно более высокое качество, и все наоборот. То есть вы переплачиваете за минимизацию объема, и для этого нужны веские причины. Ну, также такие колонки нравятся, допустим, женщинам, девушкам. Они любят изящно, они не хотят, чтобы это были громоздкие какие-то ящики, к тому же непривлекательных форм, цветов и как бы вида, короче говоря. Вот. Короче, колонки хорошие. Давайте послушаем, как они звучат. Я включу одно, другое, третье. Ну и мой старый набор треков для того, чтобы дать вам поверхностное представление. Вы будете слушать на своем контроле, желательно в наушниках. Так вы меньше потеряете в качестве, которое я сумею вам передать посредством микрофона. Использовать TRS входы
я не считаю нужным, потому что я вообще не вижу применения у себя здесь, этих колонок. То есть у меня есть TRS разъемы, но в этом нет абсолютно никакой необходимости для меня, но я охотно верю, что они по балансу имеют именно те заявленные параметры, которые там указаны. Сначала ставший популярным тест. Для самых продвинутых событийно записаны здесь розовый шум. Теперь звук бочки. Поярче будут переливы ударных. Ну и небольшой фрагмент музыки. Система имеет выраженный характер подачи, надеюсь, он вам понравится. Теперь мой стандартный набор треков.
За этим прощаюсь. Auf Wiedersehen, дорогие друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу и вообще за жизнь.